Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Мы продолжаем рубрику «7 быстрых ответов на вопросы о Японии». Предыдущие выпуски вы можете найти по ссылкам в описании. Начнем. Правда ли, что в Японии не используют число 4? Число 4 в Японии произносится как «щи», точно так же, как и слово «смерть». Поэтому в интернете часто можно встретить информацию, что японцы стараются не использовать число 4 в нумерации. Так было лет 20 назад. В отелях и жилых домах обычно не было комнаты 404, и это число всячески старались избегать. Однако сейчас на это уже мало обращают внимания. Есть и четвертые этажи, и комнаты 404. Исключение составляют только некоторые больницы, в которых нет палаты под номером 404 из-за связи со смертью, и иногда палат 409, потому что число 9 читается как «ку», так же как «ку» в иероглифе «куруши», что значит «мучительный». Кстати, число 4 еще имеет чтение «йон», которое со смертью вообще никак не связано. Можно ли читать на китайском, зная японский язык? В японском языке используются китайские иероглифы, которые за много веков претерпели некоторые изменения. Частично поменялся смысл и, конечно, они имеют совершенно другое чтение. Если японец будет читать текст на китайском, то поймет в среднем около 40%. Чтение будет совершенно другое, но смысл одинаковый. Также и наоборот, поэтому китайцы довольно легко изучают японский язык. Есть ли у японцев отчество? В японском языке нет отчества, есть только фамилия и имя. Причем сначала идет фамилия, а затем имя. Например, популярный японский автор Харуки Мураками. В Японии его имя будут произносить как Мураками Харуки, потому что Мураками это фамилия, а Харуки это имя. Поэтому в Японии я всегда по документам просто Шамов Дмитрий и отчество вообще не использую. Правда ли, что в Японии нет мусорок? В Японии есть мусорки, но их не так много, как в других странах. Власти Японии намеренно уменьшили количество мусорок на улицах, следуя введенной программе противодействия терроризму. Также причиной называют то, что некоторые люди приносили мусор из своего дома, а не выбрасывали его в положенные для этого дни. Однако мусорки есть около каждой станции метро, у продуктовых магазинов и во многих других местах. Подробнее о разделении мусора вы можете посмотреть в другом моем видео по ссылке в описании. Отключают ли в Японии летом горячую воду? Вода в японских домах нагревается за счет газовых нагревателей. Изначально из крана льется только холодная вода. В каждом доме есть специальный пульт, на котором можно выбрать необходимую температуру. Если вовремя платить счета за газ, то проблем с горячей водой не будет. За все время проживания в Японии у меня ни разу не было случая, чтобы отключали воду. Есть ли в Японии смертная казнь? Да, в Японии есть смертная казнь, причем 80% населения страны поддерживают ее наличие. Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. По статистике, с 1993 по 2016 года было осуществлено 108 казней. Заключенные, приговоренные к высшей мере наказания, могут ожидать исполнения казни по несколько десятков лет. Подробнее о японских тюрьмах и смертной казни я расскажу в других своих видео. Есть ли в Японии коррупция? В Японии есть и коррупция, и взяточничество, так же как и в любой другой стране. Ни для кого не секрет, что политики часто прикарманивают государственные деньги, но в Японии стараются это делать в разумных пределах и всячески это скрывать. Однако все равно ежегодно кто-то попадается на коррупции, и эти случаи активно обсуждаются в СМИ. Если же говорить о бытовом уровне, то люди точно так же платят взятки, чтобы попасть в хороший детский сад или школу. Все точно так же, как и везде, но в рамках разумного. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно задавайте свои вопросы в комментариях, и ответы на них появятся в следующих роликах. Надеюсь, что видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за новыми роликами. Оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. Если же вы хотите больше узнать о Японии, то читайте мою книгу «Русский дух в стране самураев». Ссылка в описании. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.